Добрый день, друзья! Сегодня опять отвечаю на ваши вопросы. Рубрика «Вопрос в копилку». Вера Викторовна спрашивает, чем мультифлора отличается от стандарта. Мультифлора – цветочек до 4 сантиметров размером. Сейчас достану с полочки мультифлору и поднесу ее к стандарту, чтобы было визуально видно, чем они отличаются, особенно размером, конечно. Это Нарбонне стандарт, это Интрига мультифлора. Вот визуально видно, что цветочки разные. И мультифлоры разные по размеру. У мультифлоры еще присутствует ветвистость. Люблю я вам показывать эту интригу. Много веточек. И теперь давайте с вами линеечкой померяем размер. Вот мультифлора 4 сантиметра, то есть до 4 сантиметров. Теперь стандарт. Этот цветочек 6 сантиметров, этот 7, но стандарт обычно до 8 сантиметров. Манхэттен тоже стандарт. 7,5 и 8 сантиметров. А вот не знаю название этого цветка. Это уже более крупноцветковый. От 8-9 сантиметров бывает даже до 10-12. У стандарта тоже бывает ветвистость, но не такая сильная, как у мультифлоры. В целом мультифлора, стандарт, биглип – это все фаленопсисы. Уход абсолютно одинаковый. Раил Шрири, Джелена Просвирина и еще несколько человек спрашивают. Я недавно показала мини-орхидею, сказала, что она пахнет. Пахнет эсме. У некоторых почему-то пахнет, а у некоторых не пахнет. И, по-моему, я показывала вот эту орхидейку. Маленькую мини-орхидейку. Вот запах орхидеи зависит от того места, где она находится, от солнечных лучей, от полива. Вот знаете, поливаю орхидею. Вот в этот момент переношу ее на ее место, и у нее начинается сильный аромат. И вообще, я в прошлом году заметила на своих орхидеях, которые у меня стояли на балконе. Вот стоит целая полка, там присутствует у меня леодора. Думаю, ой, и не расцвел еще леодора, а какой-то интересный запах. Ну и, конечно, там же у меня 3 полки. Поднялась на самую верхнюю. Думаю, да что ж это за цветок непонятный. Но обычно я это делаю во второй половине дня. Вот все цветы понюхала, не могу понять, что же такое. Но какой-то запах присутствует, такой, знаете, общее благоухание. А потом с утра опять на верхнюю полку и сама удивилась. Стоял у меня там розовый дракон. И он пах. Я даже не думала, что розовый дракон может пахнуть. Причем я начала присматриваться. Что ж такое? Часов до 12, до часу дня запах есть. Потом запах исчезает. Опять смотрю, исчез запах. А все равно какой-то стоит аромат. Нижняя полка. А там обыкновенные такие мини-орхидейки, маленькие. Вот сейчас они не цветут, поэтому показать нечего. Вот с такими малюсенькими цветочками. Причем они у меня очень долгое время находились в комнате.
И аромата я от них никогда не чувствовала. Перенесла, когда сделали полки на балконе, перенесла туда, они в лодочке у меня. И все 3 этих орхидеи запахли, но нежно-нежно. И они пахли часов до 4 вечера. Пахнет Леодора. Конечно, пахнет парфюмерная фабрика. Вот парфюмерная фабрика – одна из тех орхидей, которые пахнут с утра и до вечера. Но очень часто орхидеи пахнут только в первой половине дня. Вот казалось бы, котлеи, у них такой яркий, насыщенный аромат, но в 2 часа дня можно уже к ним даже не подходить. Аромата никакого не будет, только с утра. Одна из подписчиц говорит мне: ну не пахнет у меня, вообще не пахнет Лас-Вегас. Я говорю: во сколько вы уходите на работу? В 6 часов утра, а возвращаетесь в 5 часов вечера. Я говорю: так вы просто не чувствуете этого аромата, потому что он пахнет только с утра. И вот такие бывают казусы. Поэтому основная часть орхидей ароматит с восходом солнца. И заканчивает днем. Почему так происходит, я не знаю. Но после этого я перенюхала все свои орхидеи, естественно, и все перенюхала с утра, и была удивлена. Даже те орхидеи, у которых я вообще не подозревала, что они могут пахнуть, когда вот так вот прямо надо залезть носом в цветочек, и чувствуется аромат. Мой вам совет: перенюхайте все свои орхидеи с утра, вы удивитесь, что действительно есть орхидеи, которые пахнут. И вот этот аромат вот этого цветка очень похож на парфюмерную фабрику, но пахнет только в первой половине дня. Поэтому я вам и сказала, что он пахнет. Причем пахнет в первой половине дня очень ярко. Потом нет, все. Вечером никаких запахов. Когда ко мне приходят в гости, говорят: ну дай понюхать орхидею, а приходят вечером, или уже нечего понюхать, только парфюмерную фабрику. Вот так. Дмитро Лулз. Наверное, так. Вопрос зачитаю. Посмотрела видео другого блогера, он там рассказывал, что если на корнях появились ризоиды, значит растению не хватает удобрений, и его надо подкормить. А как же подкормить, если растение находится на реанимации, над водой? Но это немножко неправильное понятие. Ризоиды – это такие нитевидные отростки на корне орхидеи. И служат они для прикрепления орхидеи какой-то поверхности. Также они могут всасывать, просто это же тоже к корню относятся. И они всасывают влагу этими маленькими такими нитевидными, волосевидными отросточками. Но в основном это только для крепления. А так как наши растения в основном эпифиты, естественно, они прямо присасываются вот этими ризоидами к какой-то поверхности, к дереву, к пластику, к чему угодно. Но говорить о том, что орхидею нужно в этот момент подкормить, нет. Она может быть у вас и накормлена, когда хорошо, тоже выпускать вот эти нитевидные отросточки. Значит, она ползет, значит, она растет, значит, она хочет прикрепиться. Реанимашку не стоит ничем подкармливать. Если она у вас стоит, тем более, если обработана Максимом, не надо ее ничем подкармливать. Это не показатель, вот эти ризоиды, к тому, что нужно орхидею подкормить. Елена Пол, расскажите, пожалуйста, что вам известно о вандах и гигантеях. Но я считаю, что нужно о вандах рассказывать тогда, когда есть ванда. Я очень хочу купить ванду, но не уверена, что у меня подойдет в квартире климат. Ванде нужно очень влажное содержание, она всегда с воздушными корнями. И у нас продают их в таких высоких колбах, и я никак не могу определиться с местом, где бы можно было ее поставить, чтобы ей было и не жарко, и влажно. А у нас летом влажность бывает и 20, и 30%, у нас жаркое лето. Поэтому я как-то боюсь пока
купить ванду, но очень хочется. Ну и ванды у нас продают только под 8 марта, и они очень дорогие. Бывают от 4 до 10 тысяч рублей. И купить орхидею хорошую за 10 тысяч рублей, а потом просто загубить ее, я не могу себе такого позволить просто. Поэтому я все время думаю о покупке ванды. Но у меня сейчас нет аквариума. Вот если был аквариум, может быть, я и решилась. Но аквариум мы убрали из дома, поэтому... Ну, в общем, если я решусь в следующем году купить ванду и найду ей место, вот тогда я буду про нее рассказывать. Действительно, как за ней ухаживать в домашних условиях. Но пока нет. Ванде нужна влажность, ванде нужны открытые корни, с ней очень тяжело работать, от нее и уехать-то практически невозможно, их все время нужно опрыскивать. Они растут в тех местах, где влажность воздуха позволяет корням брать влагу из воздуха. Ну или что-то создавать типа теплицы. А гигантеи я вживую ни разу не видела. Это огромные фаленопсисы с огромными цветоносами, с огромным количеством цветов. В квартире держать такое невозможно. У нас их не продают, поэтому даже ничего сказать не могу. Очень красивые цветы, очень. На картинках просто бесподобные. Но представляете, какое место нужно выделить под эту гигантею? Это должна быть теплица, конечно. Или зимний сад. Ну, у кого есть такая возможность, конечно, купите. Это бесподобное цветение орхидеи. Елена ZH спрашивает, растут ли у меня все орхидеи в двойных горшках и приходилось ли мне делать пересадку из двойных горшков. Что я делаю с корнями, которые проросли сквозь отверстия в этих горшках. Там в ножках обычно отверстия, да, корешки прорастают. Как я поступаю в таких случаях? Те корешки, которые прорастают, они действительно прорастают в эти ножки горшков, там большие такие отверстия. В каких-то горшках побольше, в каких-то горшках поменьше. Обычно они прорастают, я орхидеи пересаживаю через... Ну, или по показаниям действительно орхидея выросла из горшка, или когда я не пересаживаю по 2-3 года. И действительно там бывают эти корешки. Но эти корешки уже старые. Даже если он растущий, вылез растущий корень, то у орхидеи достаточное количество больших новых корней находится в горшке. Я просто отрезаю, обрабатываю этот корень. Если возможно, я его сохраняю. Если возможно вытащить аккуратно и не повредить этот корень, конечно, я сохраняю. Но под этим вопросом, и еще один есть такой же вопрос, большая там переписка среди подписчиков. Я отвечала. Одна из подписчиц рассказала, что она в горшочек кладет укрывной материал. И кто-то мне задал вопрос, не помню сейчас, кто, может быть, попадется, можно ли положить сеточку от комаров. Но сеточку от комаров я бы класть не стала, потому что корешки такие хитрые. Они даже вот в маленькую, вот этим тоненьким-тоненьким своим корешком, вот таким, бывают же маленькие корни, вот таким тонюсеньким, вот этим началом корешка, они даже могут пролезть в такую маленькую дырочку, пройти. Здесь будет тоненький такой, а дальше он может начать наращивать хороший корень. Поэтому сеточку я бы класть не стала, а вот укрывной материал, доеду до магазина, в котором у нас продается укрывной материал, и обязательно с какой-то из следующих пересадок мы с вами вырежем кружочек, положим, но просто результата будем ждать очень долго. Я пыталась класть в эти горшочки, знаете, вернее, в эти ножки, в горшках в ножки большие керамзитинки, там как-то и через большие керамзитинки проходят эти корни, и потом вытаскивать их, опять вынимать оттуда очень сложно. Поэтому доеду, куплю этот материал, попробуем, посмотрим. Ну, вдруг действительно через материал не проходит. Это будет очень большая интересная находка. Спасибо, что задали такой вопрос и поделились такой интересной информацией. Светлана Сенкевич, Ольга Дмитриева.
Спрашивают про конденсат в горшках. Когда поливать орхидеи, от чего образуется конденсат, почему даже рядом стоящие горшки в одном больше конденсата, в другом меньше конденсата. Это все физическое явление, этот конденсат. Это все разница температур. Особенно это зимой видно и летом тоже. В каком-то горшке есть конденсат, в каком-то нет. Вот стоят рядом два горшочка, а вот здесь, например, у вас открыто окно. Вот к этому горшочку больше воздуха, к этому горшочку меньше. И вот мы не чувствуем с вами разницы температуры на подоконнике. А горшки наши чувствуют эту разницу температур. И на разнице температур, например, около окна будет конденсат, а та сторона горшка, которая обращена в комнату, там не будет конденсата. Поливать, конечно, не обращая внимания на этот конденсат. Когда корни сухие, тогда мы, серебристые сухие, тогда мы поливаем горшок. Но могу вам сказать, я сейчас поливаю приблизительно в 2 недели. Через 2 недели никакого конденсата в горшках нет. Как только полила орхидею, на следующий день обязательно есть конденсат в горшке. Это неизбежно. Причем, опять же, к стенке, если у меня стоят орхидеи на полке, к стенке будет конденсат, в сторону комнаты конденсата не будет. Это все физические явления. Не нужно обращать на это внимание сильно и зацикливаться на этом конденсате. Мы просто смотрим на корни. Сухие корни, серебристые корни, мы их поливаем. Но имейте в виду, что если все-таки конденсат вышел, значит в горшке еще есть какая-то, внутри горшка, внутри керамзита еще есть какая-то влага. Можно подождать день-два и полить орхидею. Тоня Цветок спрашивает, сколько вы тратите время на полив орхидей? Много. Бывает очень много, бывает не очень много. Орхидей просто много. Поэтому раз, наверное, в 2 недели, вот раз в 14-15 дней я трачу примерно 3 дня. Орхидеи поливаю я с утра. Я не могу вам сказать там по часам, там 50 часов в месяц или там меньше, больше. Я просто рано утром снимаю 1, 2, 3 полки, сколько у меня помещается на большой стол, делаю, ну или просто чистой водой, или водой с удобрениями, заливаю все горшки, смотрю на эти горшки, некоторые выливаю через полчаса. Там тоже будет вопрос очень интересный. Сейчас я вам, наверное, его тоже зачитаю, чтобы сразу ответить. Здесь. Вот, Любовь Алферова, это к этому же будет сразу, чтобы отвечать на 2 вопроса. По поливу. У нее орхидеи тоже в керамзите. И на нескольких орхидеях вижу, что они стоят в воде на замачивании 20-30 минут. Некоторые корни уже зеленые, а некоторые, мне думается, что молодые, они остаются бело-серебристыми. Я сливаю воду, может быть, неправильно делаю, может быть, правильно. А ждать ли, когда одинаково станут зелеными? Вы знаете, вот этот полив зависит от размера горшка и от размера корня. Я действительно, когда заливаю орхидеи, я наблюдаю за корнями орхидеи. Вот от этого и зависит время моего полива. И то, сколько я времени трачу на полив. Например, в маленьком горшочке, когда вот такие маленькие, тоненькие корешки, они очень действительно быстро набирают воду. А толстые корни, они долго-долго-долго набирают себе влагу. Так вот, я жду, когда все корни станут зелеными. И иногда у меня на полив уходит 30 минут. Ну, на каждый горшок, если я их поливаю, там 20-30 сразу. Я просто выбираю. Подошла к горшочку, посмотрела. Когда наливаешь воду, корни становятся видны. Посмотрела, выливаю, отнесла на место. Некоторые горшки у меня стоят и по часу. Это такие большие, крупные орхидеи, действительно с толстыми корнями.
Вот отсюда у меня получается, что на некоторые один раз в 2 недели я трачу большое количество времени, 2, 3, даже 4 дня бывает. А если я еще, например, протираю листики или делаю какие-то плановые опрыскивания, то у меня иногда и 5 дней уходит на это, на все. А иногда я просто полила орхидеи, замочила их все, у меня и 2 дня получается на полив. Поэтому я вам не могу определить, вот сколько я времени в месяц трачу на полив. Но вся работа по поливу, даже если я это делаю, у меня заканчивается в 3 часа дня. Вечером я орхидеи не поливаю. Стараюсь все это сделать раньше с утра. Работа сложная, можно даже сказать тяжелая или трудоемкая, но как-то справляюсь. И еще небольшое дополнение к вопросу о поливе. Орхидею всегда лучше пересушить, чем переполить. Лишняя просушка орхидеи никогда не повредит. А вот лишний полив повредить может очень сильно. Давайте дальше. Надежда Полонская спрашивает, использую ли я удобрение Форте для повторного цветения, нравится вам или не нравится мой опыт с такими удобрениями. У меня есть 2 вот таких удобрения Бонафорте. Если у вас нет никаких других удобрений, конечно, пользуйтесь. Вот в этом присутствуют гуматы, а ими лучше пользоваться раз в месяц. Но производитель гуматов, если вы берете вот чисто гуматы, они всегда говорят, что гуматными веществами лучше пользоваться раз в 2, а то и в 3 месяца. Но здесь это в разбавленной форме, и вы еще будете разбавлять водой. Это очень будет слабая подкормка гуматами, поэтому раз в месяц можно и пользоваться совершенно спокойно. Этим удобрением не пользуюсь, потому что здесь присутствует янтарная кислота. Я давно не пользуюсь янтарной кислотой и стараюсь не пользоваться никакими стимуляторами роста, потому что янтарная кислота, но вдруг вы не заметили на орхидее какое-то черненькое пятнышко или что-то еще, янтарная кислота дает рост патогенным бактериям. Поэтому я стараюсь удобрения, в которых есть присутствие янтарной кислоты, ими не пользоваться. Я такие удобрения использую для хой. У меня есть еще бегония, хой. Вот я все эти удобрения использую туда. А у меня снято большое видео про удобрения, как пользоваться, как прочесть то, что написано на удобрении, как выбрать удобрение. Ссылочку обязательно оставлю в правом верхнем углу и под видео. Посмотрите, какими я пользуюсь удобрениями. Я больше люблю сухие удобрения, нежели вот такие жидкие. Не заметила один вопрос. Ольга Оленева тоже спрашивает о корнях, убегающих в дырочки горшка. Так что на этот вопрос я уже дала ответ. Обязательно с вами поэкспериментируем с укрывным материалом. Постараемся сделать так, чтобы корни не убегали из дырочек горшка. Елена Малышева. Орхидеи растут в керамзите. Поливаю после просушки. Меня настораживает толщина корней. Таких жирных корней, как у вас, у меня не получается. Корни растут тонкие, а сверху грунта еще и сморщиваются. Я их иногда опрыскиваю после полива. Я никогда не опрыскиваю верхние корни вообще. Почему такое происходит и как добиться жирных корешков? А вот теперь практически Елена дает ответ сама на свой вопрос. Орхидеи в основном подростки от 3 месяцев до года и пару орхидей 2-летних. Когда растут маленькие орхидейки, особенно подростки, маленькая орхидейка, маленький корень, когда она начинает
вырастать и становиться более взрослой большой орхидеей, вот тогда у нее только и появятся большие корни. А у мини-орхидей, давайте вот поставлю мини-орхидейку, у них и не вырастают вот таких огромных корней, часто и не вырастают. Вот видите, этой орхидейке 3 года, и у нее точно такой же тоненький корень. Это зависит от самой орхидеи. А у малышей просто 3-месячных, у них не может быть больших корешков. Давайте я вам сейчас покажу одну орхидейку в размере 1,7. Ей тоже, я ее покупала месяца 2 назад. Еще не растут большие корни. Сейчас принесу, покажу. Принесла не одну, а даже 2 орхидейки. Вот этой орхидеи, малышки, 1,7. Я ее недавно покупала и показывала вам, покупала на выставке. Ее корешки, вот с которыми я ее покупала, видите, маленькие, тоненькие. Я ее не удобряла, я ее только поливаю сейчас, пока она находится в мху, я ее поливаю только чистой водой. Ей примерно год. И только-только, но эта орхидея крупная, большая должна быть. И только-только начинают расти более или менее крупные корешки. Вот эти у меня корешки уже растут. А вот орхидейка, которой почти 2 года. Я ничем не стимулирую орхидеи к росту корней. Кроме удобрений я ничем не пользуюсь. Я им даю возможность расти самим, но приблизительно приближенной к природе. Не стараюсь никакими гормонами их удобрять. Даже гормоны это не удобрения, это стимуляторы. Вот я этого ничего не делаю. Вот ей год, и только-только начинается рост хороших корешков. Почти 2 года даже ей. Я ее покупала в ноябре 2019 года. Вот мы до сих пор ее растим. Вот с такого малыша 1,7. Чем больше становится орхидея, чем она крупнее изначально. Ну, бывает же, мы покупаем, ну, не мини-орхидею, а, например, стандарт. Вот чем у нее больше крупнее листики, тем и крупнее будут корни. А от малыша 3-месячного, ну, ждать больших таких толстых корней просто невозможно. И сейчас покажу вам еще одну орхидею. Позади меня стоят орхидеи. Они действительно крупные, они действительно большие. Поэтому у них начинается рост таких больших крупных корней. Вот у такой большой взрослой орхидеи начинают расти крупные большие корни. Вот видите, какие огромные. Это может быть еще генетическая предрасположенность орхидеи к крупным корням. Орхидею сингала видели когда-нибудь? Когда у нее вот такой огромный цветок и вот такие в палец толщиной корни. Все по-разному. Так что не волнуйтесь. Удобряйте свои орхидейки, когда они у вас начнут взрослеть, появятся и большие корни. Не волнуйтесь, все случится. И еще одно. Вот здесь еще стоит ПС в этом же вопросе. Стоят на северном окне без подсветки. Но нельзя на северном окне держать орхидеи без подсветки. Им еще и очень мало света. Они еще будут очень медленно расти у вас. Не могу сказать, что будут болеть, но нужно на северном окне подсветку сделать обязательно. Простую светодиодную лампу какую-нибудь купите, самую дешевую, но сделайте им подсветку. Это очень важно. Оставлю подсказочку здесь, как нужно померить освещение, если не знаете. Поставить программу на телефончик и посмотреть, хватает ли вашим орхидеям там света на этом северном окне. Обязательно пройдите, и ссылочку поставлю вниз, обязательно пройдите и посмотрите, хватает ли вашим орхидеям света на северном окне. Это может быть тоже причиной для роста маленьких тоненьких корней.
Анжела Дунаева спрашивает, как поживает мой пафиопедилум, то есть Венерин башмачок. Вы знаете, хорошо. Ну хорошо в каком плане? Когда я вам последний раз его показывала, он цвел. Цветут они недолго, процвел он 1,5 месяца. У него был новый отросточек, вот этот. А вот этот был совсем... Ой, не помню, какой из них. Какой-то из них был совсем малюсенький-малюсенький. По-моему, вот этот. Он вырос. Очень долго ему искала место. Я вот экспериментально переносила его с полки на полку, потому что здесь яркое освещение. Почитала, что для них нужен такой мягкий рассеянный свет с притенением. Нашла ему место. Знаете, как интересно? Ну, просто покажу вам, не буду туда ходить. А сделала вот так. Поставила его и притенила сверху с такой, вот такой листик у меня фаленопсиса, и поставила его в такую полутень. И вы знаете, он как-то очень хорошо откликнулся, хотя там освещение хорошее, он как-то очень хорошо откликнулся на такое полупритенение. Не пересаживала его, он находится пока в том же самом горшке. Поливаю, знаете, беру такую чашку, наливаю в нее вот так воды, но она такая широкая, и беру вот так, опускаю в нее весь горшочек, жду, пока вода дойдет до верха, пока там поднимается, поднялась, считаю 10 секунд, вынимаю, сливаю всю воду, ну, вот так я обычно наклоняю, сливаю всю водичку и ставлю на прежнее место. И один раз с удобрением, другой раз без удобрения. Не опрыскиваю даже сверху ничего у него. И у него пошли расти корешки. Сейчас покажу. У пафиопедилума немножко другие корешки. Они коричневые. Один большой коричневый, ну большой, все относительно. Один видно хорошо корешок коричневый, а другой вот на этом маленьком растении, тут такая пимпочка, но это тоже начал корень расти. Они немножко другие, они всегда растут сначала светло-коричневые, потом становятся темно-коричневые. Так как они любят расти в камнях, у них всегда присутствуют на корне, вот на всем корне ризоиды. То есть они прикрепляются к камням. А потом в камешках там засыпаются листики, растут какие-то мхи, лишайники. Вот они там любят расти. И чаще всего это притененные места. Ну вот именно у этого, у Маути. Пока растет. Пока рассказываю вам то, что я с ним делала. Очень бы хотелось, чтобы он зацвел у меня. Пока один. Ирина Цуганова или Цуганова. Извините, не обижайтесь, если неправильно. Написано латиницей, может быть, произношу неправильно фамилию. Как вы поливаете орхидеи в перлите и сколько просушиваете? Все очень индивидуально. Поливаю точно так же, как и пафиопедилум. Могу сделать замачиванием в перлите, могу сделать просто хорошо пробрызгать перлит так, чтобы вода начала проходить сквозь горшок. Просушиваю. Никогда невозможно сказать ни в какой ситуации, что я просушиваю там 5-6 дней. Вы не можете ориентироваться на условия моей квартиры. Вы должны ориентироваться только на свои условия. Делать выводы из того, что я говорю. У меня, например, может просухать от 7 до 15-20 дней перлит. Это все зависит от температуры воздуха, от влажности воздуха. У нас
Но вот в этом году нас просто заливает дождями, и даже я видела влажность у нас, но только на балконе. В комнате нет такой влажности. Все равно, какие бы дожди ни были. На балконе была влажность 81%. Это такая редкость. Ну и как же будет просыхать перлит, например, во влажности 81%? Да очень долго. Показывала как-то, у меня просто сейчас нет орхидеи уже в перлите. Перлит сухой похрустывает, а влажный никогда не хрустит. Я потихоньку нажимаю, но я по виду перлита определяю. Когда перлит от перлитинка от перлитинки, видно, что между ними нет влаги. Перлит не набирает в себя влагу. Он удерживает влагу между собой, между перлитинками. И вот когда он начинает хрустеть, это уже точно влаги там нет. Она испарилась или растение его употребила, выпила. Поэтому ориентируйтесь всегда только на влажность воздуха в своей квартире. Наблюдайте, делайте только свои выводы. Может быть, даже дольше нужно просушивать перлит. Потому что не забывайте, что внутри он остается еще влажным. Поэтому, может быть, даже в ваших условиях или быстрее, или дольше надо просушивать перлит. Наблюдайте. Будьте внимательны просто к этому, ко всему. Ой, какой интересный вопрос. Следующий. Зинфира Сагитова. Никак не пойму полив сахара дрожжи. Нужно это или не нужно? Я могу сразу сказать, я ни сахар, ни дрожжи не применяю. Но это очень такая старый известный метод, что цветам нужно, ну не сахар в прямом понимании, а глюкоза, конечно, нужна, и дрожжи. Вот честно скажу, я вот эти новомодные все вещи, я понимаю, что это очень старые удобрения, но они используются в основном в саду, в огороде, самое главное в почве. Я не пользуюсь этим и не буду пользоваться никогда. Сахар – это одно, дрожжи – это совершенно другое. Знаю, что их даже совмещают вместе, но дрожжи – это грибы. А в наших вот в этих закрытых системах, вот представляете, что если я сейчас сюда, вот в это растение, которое растет у меня в коре, запущу дрожжи, то есть запущу грибы. Да, дрожжи будут выделять углекислый газ, вот это брожение. Но вы тесто же, наверное, ну кто-то когда-то ставил тесто. Знают, как бурлят эти дрожжи. Ставили опару, может быть, бурлят эти дрожжи. Вот зачем мне эти дрожжи нужны в горшке? Да, это большое количество выделяется там углекислоты. Это хорошая подкормка азотом. Именно азотом. Но она применяется в почве. Когда там же еще другие процессы идут в почве. А у нас любой горшок, это, мы не называем это там закрытой, открытой системой. Все равно это свой маленький микромир. Вы туда запустили грибы. Что вы потом получите из этого? Они какой-то дадут толчок росту, например, корней. Ну, цветущие, мы знаем, что цветущие ничем удобрять, подкармливать вообще нельзя. Но они просто сбросят у вас все цветы и все. Ну вот отцвела. Ну вот смотрите, у меня отцвела. Начался такой прекрасный рост, даже еще не отцвела, что я говорю, не отцвела, еще цветет. И начался прекрасный рост корней. Вот зачем мне сейчас туда нужны эти дрожжи? Даже пусть она отцветет, у меня прекрасный рост корней идет. Зачем я буду удобрять? Именно дрожжами. И, кстати, вот эти все дрожжевые процессы, они вам очень быстро начнут разлагать кору. И кора начнет превращаться в труху. А в керамзите я вообще не вижу смысла удобрять дрожжами. Да я вообще, кроме как
обыкновенными удобрениями не пользуюсь, и вам все время это показываю. Но если вы нигде, вот вы живете на Луне и нигде не можете достать, вот именно не то, что купить, а достать каких-то обыкновенных, недорогих, простых удобрений, конечно, пользуйтесь дрожжами, пользуйтесь сахаром. Но понаблюдайте за своей орхидеей. Вот дала толчок к росту. Что будет происходить с орхидеей дальше? Вот сделайте для себя выводы. Удобрили вы дрожжами? Смотрите дальше. И делайте свои собственные выводы. Интересно вам это или нет? Или вы пойдете купите за 10 рублей те же удобрения, и никаких грибов у вас, у орхидеи, не будет. Но я имею в виду, что вы не добавляете в грунт никаких грибов. Дрожжи – это грибы. И что из этого получится в длительной перспективе, мы с вами никогда не отгадаем. Только можем попробовать сделать, получить положительный результат в конечном итоге не через полчаса, не через 2 недели, а через год. Вот тогда это результат. Я не буду экспериментировать на своих орхидеях. Мне достаточно удобрения и хорошего роста корней, даже без удобрений. Пока орхидея у меня растет с февраля и дает такие прекрасные корни. Так, наверное, так, сейчас еще посмотрю, остались ли вопросы. Может быть, я что-то пропустила. Нет, ничего не пропустила. На сегодня все вопросы отвечены. Не забудьте, что если вы хотите, чтобы я ответила на ваш вопрос, обязательно пишите «Вопрос в копилку». Так теперь и будет называться эта наша рубрика. И отдельный плейлист создан для вот этих вопросов и ответов. Так и называется «Вопрос в копилку». И если вам интересно, проходите, смотрите в плейлистах. До новых встреч! Увидимся на канале!